Первое, что, конечно же, неприятно, это торпеда. Вот треснута, разъехалась. Достаточно уверенно он сопротивляется коррозии. Да, на машине есть рыжики. Там заявлен более лютый масложорца. На все про все это. Но самый жесткий недостаток, то, что людям не нравилось, это вот это мягче. Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет об автомобиле марки Toyota, как вы поняли по названию, по картинке, и автомобиль, который я косвенно уже упоминал на канале своем. Пришло время поговорить и снять полноценный обзор о нем. Упоминал я такой автомобиль в видео «Что купить до 8000 долларов». Есть на канале такая рубрика: до 2, до 4, до 6, до 8. Я буду дальше продолжать за 10-12. И там я упомянул про Corolla 10. И сразу же по ценам. Действительно, очень хороший вариант, если до 8000 долларов искать себе автомобиль. Потому что я, честно сказать, не помню, сколько было машин в продаже по количеству. Я смотрел и Дорест, и Рест. И цены стартуют. Машина вышла сразу в 2006 году. То есть относительно, по нашим меркам, она еще не такая старая. 17 лет первому автомобилю. То есть еще так поездить, все хорошо. Наша машина 2007 года. Старт цен от 6300. 6300, 6400, 6600, 6700, 7700 и поехали. Максимальная цена то был рестовые уже машины. 5 машин за 12500. С 1.6 бензином. Дизельная машина была. То есть примерно 12 500 можно себе найти автомобиль уже рестовый 2012 года, то есть 11-летний автомобиль, который действительно вас порадует своей надежностью. И там были родные пробеги 160 тысяч, для Toyota ни о чем. То есть очень хороший вариант покупки, и в этом видео я об этом хочу поговорить подробнее. Это Б-класс, который в 2013 году покинул конвейер, но, безусловно, он еще достаточно современно выглядит. И цена, которую я огласил немного раньше, оправдана, потому что я недавно заходил в салон Лады у нас местный. Лада Гранта новая стартует от 14 361 доллар. Веста 18 617 долларов. И максималка 24 822. 24 822 доллара Веста в максималке. Конечно, если вы захотите какие-нибудь допы, еще что-нибудь на нее установить, конечно, 25 за новую. Поэтому я считаю, что логичнее купить такую за 12 500 2012 года. Она смотрится еще неплохо, не старая. 164 тысячи, там оригинальный пробег родной, поэтому машины хватит вам еще надолго. Итак, по салону. По салону здесь особо и не разгонишься. Б-класс, но первое, что, конечно же, неприятно, это торпеда. Вот треснута, разъехалась. Это не только в этой Королле, а у многих так. Поэтому ответ на вопрос мой мне же. Потому что я часто замечал, что Toyota, блин, там, я не знаю, буквально до сантиметров все обложат этими светоотражающими материалами. Там 2-3 этих экрана, 2-3 экрана наложат там на переднюю торпеду, назад положат. Тут чуть ли не боковой, помню, какой-то мужик, блин, покрывало какое-то такое сделал, натянул, блин, прям на подголовники закинул, чтобы, видимо, и дверные карты солнце не грело. И, видимо, здесь весь этот пластик решил вообще так заморочиться. Я не знаю, почему так уже. Ну, теперь я уже понял. Но тем не менее, это можно заклеить, сделать. Да, это стоит денег, да, это неприятно, но это не причина не покупать эту машину. Хотя торпеда стоит 450 долларов. Я не могу понять, что за раритет какой-то получается. 10-я Corolla не такая редкая машина, чтобы так дорого запчасти стоили. Я понимаю, как мы здесь же снимали Альфа Ромео. Их мало в продаже, их, ну, в принципе, мало этих машин. Там 7-8 штук продавалось, я понимаю. Когда на такую машину будет дорого все стоит, потому что тупо не найти. Хотя кузовные элементы там были дешевые, потому что
не так они сильно выгнивают, и малый спрос, поэтому цена предложения большая. Но здесь, ну, видимо, опять же, обратная реакция. Это все изнашивается, сама ходовая деталь всегда будет дорого стоить. Плюс она не такая уже часто встречающаяся, потому что машины стареют, все это себе покупают, меняют, но тем не менее, да, есть такой нюанс. Но в целом, по дизайну, дизайн не сказать, чтобы скучный, ну, для Б-класса, я имею в виду. Все неплохо. Плюс, конечно же, дорогой бренд. Если вот брать рестайловую Corolla 10 и выбирать что-то другое, там тут же Solaris, Kia Rio, там тот же Polo седан тех лет, там 11-12 год, там, конечно, это все проигрывает тут же. 10 Corolla уложит их всех на лопатки, потому что она внешне выглядит гораздо богаче, круче, представительнее, более дорогой бренд, веселее, дизайн в салоне. И все равно качество материалов немного получше выглядит все. У полоседанов Солярисов было погромче. Здесь все равно качество получше пластика. Пластик не самый топовый, не самый качественный, но получше, чем у них. Разумеется, аудиосистема Monik Pioneer, мененный, не родной. Преимущество то, что это дорестайлинговый автомобиль, и с помощью его здесь есть Bluetooth. Можно с Bluetooth подключиться и слушать музыку. Также выведена камера заднего вида сюда. Но обзор позволяет ее обходить. Я на нее внимания не обращал. Управление обдувами, включение кондиционера, все по классике. Плюс это подогревы передних сидений. Да, это очень хорошее дополнение автомобиля. Но хотя здесь не кожаный салон, не с кожзама, зимой не замерзнете, но все равно приятно, когда эта функция есть. И многие с меня смеялись, что у тебя бичевая комплектация, помню, у тебя нету подогрева, ну, в моей машине. Но хочу сказать тем ребятам, у которых кожаный салон, но есть подогрев, пока машина прогреется и ваши сиденья нагреются, мои сиденья изначально теплее. И мне теплее ехать, машина прогревается, когда уже прогревается сам салон, мне уже и не нужна этот подогрев. А подогрев, я считаю, нужен всегда на кожаных сиденьях. Это обязательная функция. На велюре особо я и не ощущаю разницы. Но, конечно, все зависит от широт. Насколько у вас холодные зимы. Над головой места предостаточно. Но и в целом хватает места для водителя и пассажира, потому что самый низший класс, Б-класс, и задний пассажир так не особо упрется. Чтобы долго тут не философствовать, места столько же, даже больше, чем в пятерке BMW. 39-е место плюс-минус одинаково. По пространству, не говорю, по удобству, по посадке, там сиденье с ломающейся спинкой, нет максимальной комплектации, здесь такого нету, но по пространству, по объему места сопоставимо. Подлокотник достаточно глубокий, два подстаканника, все, больше ни о чем не разгонишься. Единственное, что немного огорчает, это, конечно же, задние стеклоподъемники на веслах. Хотелось бы уже все электронные. Это уже минимальная комплектация должна быть уже с полными стеклоподъемниками. Хотя уже и в 2018-2020 году все равно еще грешат веслами, когда они уже уйдут в историю. Но тем не менее, хотелось бы уже хотя бы все электростеклоподъемники. В целом, по салону, если кратко обойти, преимущество перед конкурентами, кроме внешнего вида и дизайна, опять же, вот торпеды, это еще качество салона, собранности, насколько это возможно. Здесь не самые дорогие, не самые топовые материалы, но качественно все собрано. Я о чем? То, что здесь все равно нету таких... Люди жаловались на скрипы, особенно в минус 20, там скрипят салоны, но здесь не так все скрипит, как у Солярисов в свое время, вот у Пола. Здесь все равно салон качественнее этим. По месту сзади. Преимущество... Сразу же очень мягкий диван. Передние кресла тоже мягкие, но задний диван все же мягче. Недостаток весла, преимущество места над головой. Его хватает. И еще одно жирное преимущество у автомобиля — это наличие подлокотника. Потому что более современные автомобили BC-класс грешат отсутствием подлокотника. Ну не столько же он, я думаю, уже дорого стоит, что уже нельзя его поставить. В тот момент в B-класс в 2007 году могли себе позволить поставить подлокотник, сейчас этого нету.
с двумя подстаканниками. Конечно, хотелось бы, чтобы он фиксировался в таком вот положении, было бы очень, гораздо удобнее. Но вообще удобно очень, что он вообще здесь есть. Потому что без него куда ту руку деть, не знаешь, что делать. Так, конечно, все равно будет удобно, особенно при дальних поездках. Хотя сейчас не только подлокотниками грешат. Там, по-моему, с 17-го года или с 18-го уже перестали даже шумку на капоте ставить. Многих там на Кодиак я снимал, много других автомобилей, вот паркетников особенно. Тоже и шумку на капоте не ставят, уже это снимали. Потом тоже защиты двигателя за доплату. Уже экономят как могут. По ходовой спереди Макферсон, а сзади балка, разумеется, потому что это Б-класс и многорычажки, а ждать не приходится, особенно когда С-класс с такой конструкцией катается, даже Д. Талисман тот же, он недавно проехал, я про него поэтому и вспомнил. У него тоже спереди Макферсон, а сзади балка. А Талисман это D-класс, так что для B-класс это логичное, разумное решение и правильное. Я вскользь упомянул про рестайлинг, сейчас остановлюсь на этом поподробнее. В конце 9-го, начале 10-го года уже появился рестайлинг, изменили оптику, разумеется, бампер, как обычно. В зеркалах уже появились дублеры поворота. Конечно же, задняя оптика без внимания не осталась, и также в целом задняя часть автомобиля. Сразу понятно, что автомобиль рестайлинговый, в отличие от той же Camry 40-ки, которой я на обзоре рассказывал, что визуально не отличить, чуть другая крышка там радиатора. Ну так в целом одна и та же машина, там нету такого принципиального отличия, как у Camry 50-ки и 55-ки. Здесь уже, да, внешность та же, но все равно визуально ты понимаешь, что перед тобой рестайлинговый автомобиль, либо дорестайлинговый. В рестайлинге автомобиль стал больше отвечать современным требованиям, уже появился Bluetooth, AUX, разъем USB, и уже можно было с телефона подключиться, разумеется, через Bluetooth. Очень удобная вещь, конечно же. Подлокотник пододвинули ближе к ручке КПП, стало поудобнее, и, как заявлено, более дорогие материалы использовались в отделке, соответственно, уже Алькантару можно было заказать, но я думаю, это все равно в самых дорогих комплектациях. Но и на тот момент, уже даже в середине нулевых, уже Алькантара автомобили добавлялась. И у многих уже более там премиальные марки, бренды, где уже боковая поддержка оставалась кожаной, а само сиденье, спинка, сидушка и спинка уже были, вся эта часть с Алькантарой сделана. Но уже можно было и этот автомобиль взять с Алькантарой. Также для удобства на ключе уже появилась кнопка открытия багажника. До этого ее не было. Когда автомобиль уже 15-16 лет, то уже логичен вопрос насчет кузова. А как он? Там надо перекрашивать, переваривать? Нет. Потому что сейчас действительно это больной вопрос. Да, всегда он был больным, потому что он самый дорогой. Но и материалы дорожают. И в целом сейчас ценник примерно 50-60 долларов, даже вот 70 за элемент. Ну, знаю, это, по крайней мере, у нас. Либо 100 долларов за элемент, но с учетом материала. Материал не самый дешевый, а достаточно приемлемого качества, так скажем. Если вам в теории перекрашивать всю машину, 10 элементов, вот считаем, 1000 долларов улетело сразу же. Но это без учета болгарочно-сварочных работ. И в этом случае этот автомобиль выигрывает. Достаточно уверенно он сопротивляется коррозии. Да, на машине есть рыжики. После зимы особенно. Ну вот, рыжня с той стороны то же самое. Но это не так критично. На низах дверей где-то есть рыжики местами. Но для 2007 года все равно достойное состояние. И достойно автомобиль с этим справляется. Машина еще не перекрашена целиком. Есть много элементов в родном окрасе. Конечно, все зависит от эксплуатации, потому что владелец на ней наездил 100 тысяч, сейчас 270 тысяч на ней. Если машина ходила по рукам и кое-как обслуживалась, конечно, и Солярис вас разденет, если нам там нужно заменить все буквально. Поэтому сильная сторона остается еще, помимо технической в целом надежности, еще и хорошее качество кузова и хорошее сопротивление коррозии. Людям нравился обзор
на отзывах. И действительно, обзор хороший у машины. Зеркала еще достаточно размера, все хорошо вижу. Я спокойно не смотрел на камеру заднего вида. Конечно же, это не завод, как я сказал. Камера заднего вида дополнительно установлена, все сюда выходит. Но я сюда не смотрел, мне достаточно зеркала, все хорошо, прекрасно вижу. И тут же минус, то, что действительно длинный передний свес. И получается, бордюры, сугробы вы можете зацепить. Такой недостаток. Людям не нравилось подогрев сидений. Нравилось его наличие, разумеется, у нас тоже он есть. Но не нравилось то, что нету регулировки режимами. То есть сильно начинает жарить. Либо выключаешь, либо тебя жарит. Нету регулировки вот, интенсивностью обдува. Надо как-то управлять этой электроплитой. Из-за этого отсутствия вот, у людей были жалобы. Также по пластику. Я, честно говоря, не замечаю здесь, ну, пластик, конечно же, это Б-класс, здесь нету высокого качества отделочных материалов, это не премиум-класс. Да, материалы дешевые, но, опять же, не погремушка, я ничего не услышал. Но пишут, что люди жаловались на форумах, что царапается все быстро, мелкие царапины, все это быстро покрывается, особенно не за дверей. Но здесь я вот никаких таких царапин не замечаю. Как у обычных, как у всех, в принципе, машин такого возраста с ней, даже плюс там минус несколько лет, все в принципе на уровне. Я не сказал бы, что здесь все прям царапается. Торпеда, да, это недостаток, но ее можно и заклеить. Также людям на форумах нравится свет. Сейчас я, к сожалению, проверить его не могу, но ближний дальний свет очень хорошо оценивают. Практически каждый пишет про это, значит, народная молва не может врать. Некоторые владельцы также утверждали, что машина мягче, чем Honda Civic. 8 тех вот годов именно с ней. Ну а с мягкостью можно играться, меняя пружинные амортизаторы. В принципе, вы сильно мягкой машиной опасно себе делаете, машина станет как колыска, но если вы ездите в основном всегда по городу, то это, разумеется, плюс. И дополнительная шумка здесь также пошла на пользу, машина стала тише, и первоначальной шумки уже не понимаешь, какая она. Вот преимущество уже бэушных машин, что что-то может быть сделано, что-то будет заброшено, но что-то будет сделано, но тем не менее все равно шумы пробиваются в салон. И что здесь по двигателю? У нас 1.6, 16 клоп, 124 лошади при 6000 оборотов, 157 крутящего при 5200. Почему так долго крутящего? Потому что поршень 85, ход его 78,5. То есть короткоходная поршневая всегда оттягивает полку момента, поэтому момент достаточно уже далеко. Степень сжатия 10,2, но машина хавает и второй бензин, и не жалуется. Алюминиевый блок, но с чугунными гильзами, 16-клапанная алюминиевая ГБЦ с ВВТ на обоих валах. Цепной привод ГРМ. Расход в городе примерно 9,8, заявленный заводом. По проблемам, я читал про масложор, но в целом масложор это примерно там литр-полтора на 10 тысяч в среднем у владельцев. В основном всех меньше до литра. Поэтому масложор как таковыми не является, потому что все равно угар масла происходит, особенно в жаркое время года. Ну, это нормально. Я не считаю на такое количество это масложором. Хотя принципиально и 100 грамм это тоже масложор. И литр на 1000 тоже масложор. Но вот литр на 10 тысяч это в принципе не масложор, как по мне. Но на 150 тысячах, на 200 нужно менять цепь ГРМ, и в это же время, примерно она растягивается, как заявлено заводом, и в это же время нужно менять шестерни на, ну, муфты на фазиках, которые изнашиваются примерно в это же время. Но цепь ГРМ ходила многих людей и больше, ее не меняли, но изнашиваются сами звезды, которые за счет натяжителя успокоителя начинают болтаться и стирают сами шестерни. Конечно, можно пойти по другому кругу, цепь оставить родную, натяжитель успокоителя, звезды поменять, дальше кататься. Но, тем не менее, такие проблемы возникают. Также по двигателям был 1.3. Но 1.3 я бы не брал, потому что меньше, вам больше придется его крутить. Чем меньше объем, тем больше вы себя обманываете. Вам больше придется крутить, он не будет экономичным. И там заявлен более лютый масложор. Соответственно, 1.3 лучше вообще обходить, в принципе.
Также два дизеля 1.4 и 2.0. 1.4 его потомок я снимал на Аурисе. 90 лошадиных сил был такой там двигатель. Если я что-то забуду и здесь не скажу, был Аурис Toyota Avensis с 2-литровым дизелем, также там 2.2, 2.0, я там остановился поподробнее. Если что-то не сказал, переходите там, смотрите. Там я более подробно там останавливался. Если я что-то не скажу, можете найти там. 1.4 неплохой двигатель. Единственное, тоже жалобы были на масложор. Но не из-за поршневой, не из-за там маслосъемных колпачков, а именно из-за турбины. Потому что на 1.4 быстро выходила строить турбина всегда на моменте. И с ремонтом турбины решение с масложором отпадало само собой. На 2-литровых дизелях был масложор, но уже связан именно не с турбиной, а с самими недостатками двигателя. Хотя там в свое время Toyota меняла поршни, но жор масла не уходил, там уже с 2-литровым более проблема. И, насколько я знаю, на рестайлинговых автомобилях уже 2-литровый убрали. И по самой жесткой проблеме, то что вовремя не было замечено, подтекала помпа, из-за этого уходил антифриз, и, соответственно, пришлось менять прокладку под ГБЦ. Прогар прокладки. Короче, 20 год, октябрь 2020 года, значит, замены термостат, цепь ГРМ, шестерни, про которые я говорил, на двигателе, натяжитель цепи, успокоитель, 1-2 герметик, антифриз, масло, свечи, плюс сама еще помпа. На все про все это $790. Это октябрь 2020 года. 790, но сейчас можно смело умножить на 2. Ну не на 2, но на 1,7. Для более точной цифры на сегодняшний момент нужно умножить на 1,7. Около 1300 вы можете это все положить, если делать на сервисе, хотя машина якобы простая, надежная, но всегда такие процедуры обходятся в копейку. По всему остальному, проблема это, в целом это и не проблема, раз 80 тысяч нужно менять топливный фильтр. И, на удивление, он здесь дороже, чем у Camry. Также здесь дороже и колодки на эту машину. Но это было в свое время самая продаваемая машина, и маркетологи тоже не промах были. Поняли, что на машине надо зарабатывать. Шурусы не дешевые. В целом, они дешевые в сравнении там с более премиальными автомобилями, но для Б-класса дороговаты. Но в целом все равно машина не способна вас там прямо уже раздеть. Крепление бака отгнивает, но это вопрос к любому кузовщику, потому что сварщику и кузовщику, потому что на многих тоже немцах сгнивали эти металлические эти полосы, фиксаторы, которые держат, рассыпались. То же самое и здесь. Это нужно заварить, сделать, и все, проблем не будет с машиной. Но самый жесткий недостаток, то, что людям не нравилось, это робот, который был в Доресте. Робот не такой, как на вагах, там, на двух сцеплениях DSG, и сейчас на других автомобилях такие же роботизированные коробки. Нет, это здесь был робот больше как на Весте, на одном сцеплении. И если вы видите Короллу 10, которая стоит на обочине на аварийке, то знаете, это Королла на вариаторе именно. Это другая Королла, это совсем другая Toyota. Поэтому либо механика в рестайлинге уже поставили автомат. С 2010 года уже, конец 9 уже стоял автомат. Уже прислушались, решили эту проблему. Но все равно на автомате и расход больше, и динамика чуть медленнее. Конечно, не на этой машине говорить уже о динамике, особенно 1.6 атмосферном, но на механике быстрее и экономичнее. Но на автомате, разумеется, посовременнее. Но современность, которая не стоит рядом хотя бы на относительно близкой дистанции с надежностью, уже не нужна, потому что вариатор мог сломаться в любой момент, и вы будете стоять на обочине с аварийкой. Первое, конечно же, немного кровь по сердцу, что треснута торпеда, да. Но это можно все равно заклеить, как я уже сказал. В остальном же все равно, если это рассуждать логически, поинтересней сам интерьер на тот момент. Если я сравню с Б-классом, я D-класс, C-класс не сравниваю с этой машиной. Подразумеваю те Рио тех лет, Поло и все остальное. То есть все равно машина
безусловно, отлично смотрится внешне. Я думаю, с этим спорить, ну, у адекватного человека желания не возникнет. Она классно смотрится. Многие воспринимали ее с Camry наравне. И Avensis воспринимали, тот, который вот такой, как я снимал, воспринимали ниже машину классом, чем эту. Ну, или там вообще это дороже считалось. И выше, и представительнее. То еще один плюс, это, конечно же, шумка перед многими дизелями, потому что если взять эту машину дизельную, то она вас запарит. 1.4 были, вот двигатель классный, безусловно. Он динамичный, не особо динамичный, я вот Аурис снимал с таким же 1.4, ну, конечно, более новым, потому что машина 16 года была, но тем не менее 90 лошадиных сил и динамика, как B4 моего, что у меня был, 90 лошадиных сил, 1.9 TDI-шка, вот так же она и едет. По звуку дизель все равно будет громче, и вы, ну, будете сходить с ума. Машина и так, не сказать, что образец по шумоизоляции, хотя здесь дополнительная шумка сделана, но все равно я уже слышу от тарок, шум идет. И многие вот люди боятся именно турбину. А турбина, вот слышит турбина слово, все, ой, страшно. Ну, поэтому, да, вот 1.6 атмосферный бензин берите и, как говорится, не пожалеете. Хотя турбина тоже, если уже при покупке вы видите, что она гонит масло, сразу на восстановление торгуйтесь на эту сумму, и турбины вам хватит уже надолго. На 1100 по-любому хватит. И за счет расхода топлива вы с этим выиграете. Для Б-класса достаточно мягкая и комфортная машина. Потому что многих гонял этими же кругалями. Так скажем, Альфа-Ромео все равно жестче. Вот она управляемая, она жестче, а вот это мягче. Управляемость, хотя хвалит управляемость этой машины, что для седана такого класса потрясающая управляемость. И для такой ходовой вообще. Конструктив сам автомобиля. Вот. Ну вот Альфа-Ромео создан для управляемости, конечно, неправильно сравнивать, но я поясняю, что было понятно мои мысли. Альфа-Ромео жестче. Здесь я меньше все эти волны чувствую, там это особо четко. Но она, конечно, держала траекторию лучше, чем Альфа-Ромео, по этому кольцу никто не заходил. Но не с моей спиной тоже так постоянно ездить, потому что здесь новый асфальт, но все равно волны есть. Достаточно мягкий автомобиль. Задние ступицы вместе с датчиком АБС, как заявлено, поэтому они не дешевые. Но, как много тоже информации на форумах, владельцы пишут, что датчики съемные. Напишите, кто знает эту информацию, в комментах. Датчики съемные, поэтому датчик можно поменять отдельно, и ступица тоже не дороже конкурентов и одноклассников такой машины. Самое главное, конечно, состояние, потому что если вы купите автомобиль с уже убитым двигателем, а многие у нас, почему у нас немцы более популярны, у нас даже вот не каждый возьмется за замену цепи ГРМ и ремонт двигателя. Хотя здесь нечего, в принципе, 1.6 атмосферный что-то ремонтировать, но все равно выставить ГРМ, сделать, многие побаиваются, все равно охотнее берутся за немцев, потому что их больше знают, особенно Вага. Но если в любой автомобиль даже такой взять, якобы Б-класс, простой по своей конструкции, с ушатанной ходовой, с проблемами по двигателю, даже по кузову, и автомобиль вам обойдется в копейку. Так что обязательно смотрите то, что покупаете, и желательно берите с собой всегда друга, который вас всегда будет тормозить от неожиданных, необдуманных решений. 1.6 атмосферник, именно это городская машина, до 30-40, там, до 60, не очень быстро, но есть уже с опытом, пару кругов нарезал, уже понимаешь примерно динамику автомобиля. До 60 в городе, до 40, до 60 нормально не разгоняться. Но, конечно же, хотелось бы экономичности, потому что 9, вот сейчас зима была, 9,5-11 литров по городу, конечно же, немало. Но плюс в этом то, что машина 92-й спокойно хавает. Хотя Пол уже 95-й с такой степенью сжатия, как у нее, но все равно 92-м Toyota позволяет
владельцу совершать такие манипуляции. Она более снисходительна к такому. Немец не просил бы, вот за что наши люди любят Toyota, за ее надежность и простоту ее конструкции. Вот, конечно, вот при резком отклонении я уже начал топить на тормоза, потому что уже машина начинает клониться. Да, вот. На горячашке, конечно, намного приятнее ездить. Машина ложится на колесо, она полностью повторяет траекторию. Но вот для Б-класса и сейчас вот на 60 я сейчас захожу в этот поворот, ну, нормально. Если крутить 4000, то вроде как от 60 до 100 так бодрое ускорение идет, но не забывайте, что может и масло похавать. Если 110-120 топить по трассе, то за 8000, за 10 тысяч пробега примерно литр-полтора вы можете долить. Но может и меньше, тоже от пробега, от износа все зависит. Но машина, конечно, не трассовая, потому что 95 км в час, 2800 на тахометре, то есть 100 аккуратно будет 3000. Это уже, скажем так, предел по расходу топлива рациональный, потому что за 3000 уже жрать будет нормально. Заявлено, что по трассе 5-6 литров она должна расходовать примерно, но если, опять же, при какой скорости, если ехать 90, в это вы влезете. Если ехать 90, но у вас 4 пассажира, то есть водитель и 3 пассажира, то по-любому уже где-то 6,5-7 будет. То есть все зависит, конечно же, от нагрузки автомобиля и скорости движения, потому что я не люблю на этот вопрос отвечать. Какой расход? Меня тоже многие спрашивают, какой у тебя расход? Блин, ну я один езжу, у меня такой-то расход, но я езжу как псих, бывает спокойно езжу. Когда я езжу спокойно, такой-то. Когда я езжу педаль в пол, сначала газа, потом тормоза, и, скажем, с светофора так бывает такое настроение, что надо резкость, хочется резче тронуться, там же с трикстакера себя начинаешь корчить, расход увеличивается. Ну, то есть, я не понимаю так дословно расход. Понятие, какой у тебя расход, блин, всегда разный, блин, нету однозначно. Если ехать спокойно, ну, в норму никогда невозможно влезть. И плюс, опять же, расход топлива зависит от города самого, потому что у нас больше прямых, у нас нету таких пробок, не часто стоишь на светофорах, то есть расход максимально близок к норме, скажем так, чтобы было понятнее, посыл, который я хочу донести. Но все равно на пол-литра, на литр отходите, потому что по заводу заявленному расход в городе 9,8 литра. Но в таком городе, как у нас, вот, может и можно вмазаться в такой расход топлива. Но если лето жаркое и постоянно ездить с кондиционером, то в эту норму вы не уложитесь. Кондей-мандей включите, сразу плюс литр. Насчет кондея, люди очень хвалили кондиционер, как он работает. Просто всем очень нравилось, как он борется с жарой. Да, вот здесь вы не спаритесь летом. Можете наоборот замерзнуть. Всем это понравилось. Сейчас мы едем тоже по неровностям. Ну, тут нормально относительно асфальт, как у нас везде, в принципе, хороший. Никакого скрипа, сверчка нету. В минус 20, еще одна такая же едет, только черная. В минус 20, вот писали отзывы владельцев, в минус 20 гремит вся. А вот здесь владелец заявляет, что ничего у него не гремит. Поэтому, ну вот я сейчас еду, действительно, да, ничего не скрипит, не гремит. Зимой в минус 20, вот... Ну, ходовая всегда будет греметь, если и скрипеть, если не менять ничего. В остальном же, если вы слышите стуки какие-то, значит, у вас что-то неисправно в ходовой, лезьте туда. Стабилизаторы, там, сайлентблоки, шаровые опоры, может, от максимум, больше ничего не может быть. Если машина виляет, рулевые наконечники и шаровые опоры. Но, конечно же, машина хороша тем, что в ней есть уверенность. На ней можно ехать на дальняк, да, не так комфортно, может, это будет, потому что шум пробивается в салон, да, так устаешь уже от шума на достаточно продолжительной поездке.
но в плане надежности, есть уверенность в машине, можно ехать. Простой городской автомобиль, который подойдет уже не быстрому водителю, который особо никуда не спешит, не торопится, и автомобиль вас не разочарует. Он не порадует вас новшествами, как он заходит в повороты, какая маневренность, там 5 секунд разгон до 100, но это верный, надежный друг. Любая машина достойна уважения, это лозунг моего канала. А эта машина очень хороша тем, что все равно, если так подводить итог, по кузову достаточно устойчива к коррозии. 2007 год, да, рыжики на порогах, там на низах дверей, это нормально. 16 лет автомобилю. Машину можно найти за 7 тысяч долларов. По кузову хороша, по технической части конструктивно проста и надежна. Если хочется именно молодой семье, когда нет бюджета, либо уже человеку в возрасте, то это очень хороший автомобиль. Либо человек, который не разбирается за эти деньги. Вот почему я его рекомендовал. Потому что у каждого автомобиля будут свои недостатки. У любого. Особенно бэушного. Ну вот и все по ней. Вкратце я не буду повторять то, что я уже упомянул в течение видео. И все вышесказанное можно собрать воедино одним предложением. То, что отличный, хороший автомобиль, простой, достаточно надежный. Для человека не быстрого, не лихого водителя, который хочет быть уверенным в завтрашнем дне. Вот это все про нее. Потому что в сравнении с новым Б-классом, да, это уже БУ. Она в 2013 году ушла с конвейера, но последним машинам уже 10 лет, уже немало. Но она смотрится достаточно современно. Это дорест. Я сейчас даже про рест. Хотя ее можно в рестайлинговую сделать. Это не так сложно. Другой вопрос, логично ли и надо ли это делать. Но смотрится она, безусловно, хорошо. Но когда Веста стоит 25 тысяч долларов максималки, а всегда хочется максимальной комплектации, но она стартует с 18, то логичнее действительно купить на 160 тысячах родного пробега за 12 500 такую, и ее вам хватит, уж поверьте мне, потому что кузов здесь действительно неплохой, хороший, не поддается так коррозии. И в целом автомобиль просто надежен, это Toyota. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки, делайте репосты, расскажите нас друзьям. Счастливо!